Всем привет! Сегодня сериал «49 дней». 2011 год. Режиссеры два человека: Чо Йонг Ван, Пак Йон Сун. Сценарист Со Хё Гён. В главных ролях Ли Йо Вон, Нам Гю Ри, Пэ Су Бин, Чо Хён Дже. Сюжет. Девушка из состоятельной семьи накануне своей свадьбы попадает в автоаварию и впадает в кому, и ее душа общается с проводником, или еще его называют жнецом, который пришел за другим человеком, чтобы сопроводить на тот свет, умершим от сердечного приступа в тот же день и в том же месте, где произошла авария. Так вот, этот проводник сказал ей, что у нее в распоряжении 49 дней, чтобы собрать 3 слезинки людей, которые по-настоящему ее любили, не считая кровных родственников, чтобы выйти из комы. Вообще сериал об отношении к смерти. Сказать, что тема грустная, это не сказать ничего. Помню, когда я была маленькая, мне сказали, что все люди умирают, и я тоже умру. Я плакала и говорила, что не хочу умирать. Прошло много лет, я при мысли о смерти не плачу, но я по-прежнему не хочу умирать. И становится так страшно. И, казалось бы, учитывая скоротечность и временность пребывания на этом свете, наслаждайся жизнью, радуйся новому дню, твори добро, дари радость и милосердие. Так нет же. Строим друг другу козни, источаем зависть, злобу, нетерпимость, ненависть. Одно дело умереть в преклонном возрасте от болезни или от старости, другое дело умереть от истощения или от разрыва снаряда, а умереть молодым от болезни, в катастрофе или от осколочного ранения – это всегда большая беда. Сейчас я поделюсь очень личным. Я не знаю, насколько это корректно, но все же не могу удержаться. В 1978 году мне было 17 лет, я училась в 10 классе. В дверь нашей квартиры позвонили или постучали, я уже не помню. Когда мы открыли дверь, нам вручили телеграмму, что ваш сын, мой брат, погиб. Ему было всего 23 года. Он разбился, выполняя полет на СУ. В мирное время, что уж там случилось, мы до сих пор не знаем. Со слов командования прервалась связь. Летчик не отвечал. Осталась беременная жена. Он с детства хотел быть летчиком. Он хорошо учился, мама уговаривала его поступить в гражданский вуз, но он подал документы в Высшее военное летное училище. Поступил, отучился 4 года, распределился под Куйбышев, женился, прослужил 3 месяца и погиб. Прошло 44 года, но горе, боль и страдания моей матери, да и всех нас, я не могу забыть до сих пор. Пока ожидали останки в цинковом гробу, в квартире постоянно находились люди, которые пили, курили, смеялись, и которым было глубоко плевать на наше горе и состояние. Я просто ненавидела их. «Зачем вы здесь?» — хотелось кричать им. С тех пор я думаю, что так называемые поминки совершенно неуместны на похоронах. Я врагу не пожелаю пережить того, что пережили мы, и у меня сложилась однозначная позиция к смерти, особенно в молодые годы. Мой брат не увидел рождения дочери, не нянчился с ней, не повел ее в 1 класс, не выдал замуж. Короче, есть живой человек, который дышит, двигается, ест, пьет, смеется, грустит, решает проблемы, любит, ненавидит, а есть мертвец, который уже ничего не делает. Хорошо, если есть тело. В нашем случае тело разрушилось при крушении самолета. Я слишком часто цитирую свою маму, но опять не могу удержаться. Так вот, моя мама говорила, что есть корейская поговорка, что любая больная, полудохлая, но все-таки живая собака лучше мертвого человека. То есть жизнь в любом ее проявлении лучше, чем смерть. Возможно, спорная сентенция, но отчасти я с этим соглашусь. Еще мне хотелось бы вспомнить Ремарка, а конкретно цитату: «Что может дать одно тело другому, кроме тепла?» Это касалось любви. А еще я подумала, что фраза должна закончиться «кроме наслаждения». Меня, помню, это так потрясло, так просто и так емко. Представьте, что вы бредете зимой в холодном лесу с любимым человеком, и вы прижимаетесь друг к другу, чтобы поделиться теплом своего тела и теплом своей души. Да, живой человек источает тепло, а мертвый только холод. Правда, в интернете я нашла, что может один человек дать другому, кроме капли тепла. Смысл тот же, но перевод с телом мне нравится больше. Может, я просто не помню точно цитату. Так хочется жить и источать тепло, а не холод. Наша главная героиня, имея возможность наблюдать за реакцией знакомых людей жениха на ее состояние в коме, приходит к неутешительному выводу, что все совсем не так радужно, как ей казалось.
Сцены, когда персонажи роняют стаканы, графины, и те разбиваются вдребезги, меня страшно бесят. Мне кажется, в реальной жизни так не бывает. Можно что-то разбить, но при других обстоятельствах. И вследствие своей неуклюжести, возможно, я ошибаюсь. Вообще, главная героиня меня раздражала на протяжении всего сериала. Вся несобранная, неумеха, все валится из рук. Бестолочь, одним словом. Это ее семенящая походка полубег. Только я не поняла, это была заслуга персонажа обладателя тела или невесты, вселявшейся в это тело. Несмотря на то, что девушка собрала слезы 3 человек, которые действительно ее любили, она, выйдя из состояния комы, потом через день, 2, 3 все равно умирает. Как пережить предательство жениха и заклятой подруги? И вообще, можно ли это пережить? То еще испытание, надо сказать. Больно смотреть этот фильм. Тема смерти совсем не веселая тема, еще и саундтрек такой жалостливый. Никому не хочется умирать. Но в финале родители, потеряв одну дочь, обретут другую, которую потеряли в детстве. Ею оказалась девушка-сирота, в тело которой вселялась сестренка-невеста. Я хочу пожелать всем мамам: мамочки, прижмите к себе своих детей, маленьких и больших, и не отпускайте их никуда. Всем мира и добра. Подписывайтесь на канал. Всем пока.